Путь к моему подземному дому всегда наполнен особым очарованием. Летом, в тепле, можно подплыть к нему на байдарке, рассекая гладь реки. Сейчас же мой маршрут лежит через пробуждающийся лес, где звонкие трели птиц, словно стряхнувших с себя зимнее оцепенение, дарят бодрость и радость. Кое-где еще лежит снег, но это лишь временно. Зима давно проиграла этот бой с теплым весенним солнцем. Уже давно идет разлив реки, а год назад, именно в это время, мой подземный дом оказался во власти паводка. Не хотелось бы вновь увидеть ту удручающую картину. Что ждет меня сегодня, где настанет ночь, неизвестно. Но я полон надежды на лучшее. Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики канала Лесной Строитель. Наконец пахнет весной. Появился зеленый мох, вскрылся из-под снега. Но тем не менее снег еще кое-где лежит местами. С одной стороны немного боязно, что меня там ждет. Ждет ли меня вообще теплый ночлег. А может быть мне придется сегодня вернуться домой. Посмотрим. Ну, такое ощущение, как будто человек сидит и красный шарф, что ли. Видите, да? Как будто человек сидит. Может, гости? Может, уже глюки у меня, да нет? Человек сидит на крыше. Вообще бред какой-то. Эй! Эй! Что за хрень? Эй! Ты кто? Ты кто? Вопрос в том, кто ты такой. Ну что, друзья, всем привет! Сережка снова с вами. Но, правда, не Сережка, я не очень люблю, когда меня так называют. Все-таки я Сергей или Серега. Давно не виделись. Вот, наконец-то, я смог вырваться, попал сюда с Лехой. То, что вы видели в начале, ну, конечно, это шутка была. Естественно, я приехал вместе с Алексеем, просто прошел чуть вперед. Мы решили немножечко вас повеселить и сами повеселиться. Поэтому, друзья, сегодня, я думаю, будет достаточно интересный выпуск. Смотрите, что будет дальше. Ну, а вообще, ребят, по плану сегодня начать заготавливать бревна для будущей бани. Да, вы не ослышались. Изначально, когда беседку эту я строил, в моей голове были такие планы, что в дальнейшем переделать ее в баню. Чтобы взять воды на речке, сюда принести, искупаться, попариться, отдохнуть, кайфануть, в общем, да. Но тут Серега преподнес вообще офигенную идею, как можно и беседку переделать в баню, и в то же время не лишиться беседки. Изначально Леха хотел просто, условно говоря, все заколотить, сделать баню и отдельно построить беседку чуть вперед. Но я когда посмотрел, а я беседку увидел первый раз, не в видео, а именно живьем, у меня родилась такая идея. То есть сделать все так, как предлагал Алексей, но, условно говоря, продолжить беседку и сделать что-то типа террасы рядом, ну, получается, продлить баню и сделать террасу, чтобы можно было зимой, например, выйти из парилки, растереться снегом, зайти обратно. А если это теплое время года, то, соответственно, просто выйти, посидеть, полюбоваться на прекрасные виды, которые у нас здесь есть, и потом пойти дальше в парилку или, не знаю, на речку пойти купаться. Ну, вот что-то такое. Грубо говоря, то есть нарастить крышу где-то примерно на 1,5 метра вперед, полы также чуть-чуть удлинить туда и перенести костровое место тоже буквально там на 1,5 метра.
и будет идеально. То есть, получается, мы просто трансформируем беседку в классную баню с местом для отдыха. Кстати говоря, весна, наверняка сейчас березовый сок есть. И в первую очередь, после того, как затопим печку в доме, начнем его просушивать, я, наверное, один или с тобой посмотрим, сгоняем. Ну, там видно будет. Да, поставим набираться березовый сок. Серегой мы познакомились совершенно случайно на выходе из магазина. Тогда у меня уже был YouTube-канал, а Серега смотрел мои видео и был подписчиком. После того знакомства как-то так сложились обстоятельства, что мы стали хорошо общаться, а потом и дом под землей периодически строить он помогал и стал одним из частых гостей моего канала. Не часто в жизни так бывает, случайно встретить человека, который впоследствии окажется близким и верным другом. Еще сложнее бывает найти вторую половину, спутницу по жизни. Если ты не хочешь полагаться на волю случая, а хочешь влюбиться или найти верных друзей, тебе нужен ковер. Да-да, сейчас все подробно расскажу. Вам, мужики, это точно понравится. Ковер — это приложение для адекватных знакомств, где нет свайпов и долгих ожиданий мэтчей. Здесь ты можешь взять все в свои руки. Отфильтровать анкеты по полу, возрасту, городу и по интересам. И напрямую написать любой понравившейся девушке. Это очень удобно. А еще с ковром не нужно ломать голову, куда пригласить девушку на свидание. Или где провести вечер с новыми знакомыми. Ведь здесь есть крутая афиша самых необычных мест и событий. От спектакль-экскурсий до туров по барам. На любой вкус. Даже для таких, как Серега, любителей погорячее, в ковре есть подборка 18+. А если вы нашли какое-то мероприятие, но не знаете, с кем пойти, в ковре вы в 2 клика найдете компанию, потому что под всеми событиями отмечаются те, кто на них идет. Можно вместе пойти получать классные эмоции. Ну и, парни, особый бонус для вас. Девушек в ковре сейчас больше, чем нас. Поэтому конкуренция ниже, а шансы найти ту самую как никогда высоки. Такие возможности упускать нельзя. Скорее скачивайте приложение «Ковер» по ссылке в описании или QR-коду на экране. Вот на таком уровне была вода. То есть сколько? Ну, по полметра. На полметра дом был полностью в воде. Печка, кстати говоря, из-за этого и начала ржаветь, потому что она вся была водой покрыта. Выше моего колена. Вот, получается. Вот как-то вот так. Да, если бы мы тогда вовремя не убежали отсюда. А представляешь, если бы это ночью вообще случилось? Мы попали. Прикинь, то есть мы просто спим. Нам кровать бы нашу захлестнула. Да. А кровать в воде была. Да. Она накрывала водой, да. Я-то этого не видел, как бы. Да. Прикинь. Просыпаешься в спальном мешке, в мокром спальном мешке. И весь мокрый. И все твои вещи еще хрен знает где. А у нас, по-моему, рюкзаки лежали просто рядом где-то, даже не вешали. Блин, это вообще была бы жесть. Нам реально фартануло ведь, да, действительно. Нам реально фартануло. Мы вовремя успели убежать, действительно. Да. Хотя она ночью-то и начала прибывать вообще так. Но она под утро, да, уже прям близко была. Воды у нас ограниченное количество, но благо есть здесь речка рядышком. Сейчас пойдем наберем пару пятишек, ну или одну пятишку, посмотрим. В принципе, нам на сутки хватит и одной, наверное.
набрал я воды. Она, конечно, мутноватая, но у нас есть фильтр. Мы ее профильтруем, прокипятим дополнительно. И я думаю, нормально будет ее пить. Ну, что могу сказать, кстати, по поводу. Все-таки вода прибыла немножко, наверное. Не знаю, как было, когда лед сошел. Но разлив имеется, то есть с берега практически нет. Ну, видели, как я набирал воду. Но в целом не так все критично, как было ровно, ну, почти ровно уже год назад. Нормально сок пошел. Вообще, на самом деле, я слукавил немного. То есть я уже сок буквально на днях набирал у себя в усадьбе. Ну, как бы я знал, что он должен быть. Единственное, здесь более северное место, да, там я немного опасался насчет этого. Но в целом, смотрите, прям льет как из ведра. Я думаю, 1,5 литра, ну, к вечеру должно набраться. Еще есть вторая бутылка, сейчас ее где-нибудь поставлю. Еще один дом под землей, но только маленький и для муравьев. Погода прям отличная, благоволит для работы. Сейчас кофейку бахнем и пойдем пилить. Валежник, правда, весь уже выбили, какой вот есть, более-менее живой здесь поблизости, придется уже издалека таскать. Особенно учитывая твою любовь к толстым бревнам. Ну, есть такое. Придется потаскать. Ну да ладно. Конечно, непривычное ощущение. Тепло на улице. Ну, реально, градусов, наверное, 15 сегодня есть. Солнышко прям хорошо греет. А местами еще лежит снег. Идешь по снегу, и прям какая-то абсурдность в голове, да? То есть возникает, ну как такое может быть? Так тепло, и лежит снег. Все бревна мы заготовили. Осталось только их перетаскать. Единственное, я еще думаю, может быть, заготовить сразу и доски на дверь. Дверь, наверное, стоит делать, ну, 1,60 м, 1,70 м, невысокую, чтобы тепло меньше выходило. Пока здесь есть валежник, пока я здесь рядом с ним нахожусь, сейчас заготовлю доски. И все, и остается только в следующий раз приехать уже с гвоздями, со всеми инструментами, с печкой и собирать баньку.
Может быть, в идеале было бы еще и начать беседку, хотя бы крышу там наращивать, да, нарастить ее было бы здорово. Ну, а там уже как пойдет, посмотрим. Все хорошо в сосновом лесу, но когда ветер сильный гуляет, сидишь вот так вот внизу у стволов деревьев и думаешь, как бы что не упало. То там, то здесь деревья поскрипывают. А сегодня, кстати, между прочим, штормовое предупреждение. Объявляли вчера его. Вообще было бы здорово, если бы какой-нибудь сухостой попадал и превратился бы в валежник. Год назад нами был найден здесь мертвая лосиха. И тогда еще на ней была шерсть, естественно, мясо, да, там шкура. Все это лежало в одном месте, а сейчас ради интереса просто пришли проверить, смотрим, и вот все позвонки, да, от позвоночника раскиданы прям вот в разных местах. Кто-то нормально так поработал со скелетом, обглодал все это дело. Черепушка вообще в 5 метрах от места, где лежал труп лосихи. Интересно, что за зверь здесь орудует? Мне кажется, что скорее всего это лисы. Потому что если бы это были волки, они бы и кости все раздробили и сгрызли бы. Вот. А может быть, это чупакабра. А если чупакабра, то надо звать в гости сенсея. Ам. Вообще по-хорошему его бы обработать, Ну да, хорошенько очистить и покрыть лаком там или чем, я не знаю, кости обрабатывают. Как это? Таксидермист. Ну это чуть-чуть Таксидермист это чучело. делать. Нет, да, это да, немножко другая. Ну да. Кстати, между прочим, черепа и рога очень охотно и очень за большие деньги покупают. Ну насчет рогов-то я точно знаю, да, что их Ну, берут. я просто как-то находил Да. в городе череп козла. Тоже берут. Да, и, ну, я сделал фотографии, выложил в социальную сеть.
И мой двоюродный брат мне написал, говорит, а где нашел, забрал бы. У него какой-то товарищ, да, скупает, и причем платит даже очень так круто. Что он с ними делает, я не знаю. Наш новый гость. А ветер-то гуляет такой конкретный. Главное, чтобы никакие деревья, не дай бог, не упали на дом. Это будет очень весело. Хотя в целом он должен выдержать даже и такую нагрузку, я думаю. Хорошо. Время здесь идет как-то совершенно иначе. Вроде бы только приехали, да, а уже потихоньку и вечереет вон. Надо еще успеть забрать березовый сок. Я думаю, 2 литра мы точно наберем. Ну и отведать вкуснейший ужин от Сергея. Посмотрим, что он сегодня приготовит и чем нас с вами удивит. Кстати, еще магниты же вы прислали. Там, по-моему, 5 или 6 писем. Иду за березовым соком. Взял другую баклажку. Сейчас из той большой все сюда перелью, что набралось. И я думаю, на ночь оставлю. То есть вот эту 2,5 литра баклажка, она большая. За ночь, может, еще литр наберется, да? Солнышко уже потихоньку садится. Да. Но погода сегодня все равно теплая. 16 градусов, вообще кайф прям. 16 градусов тепла, ребята, это уже вам, уже не зима. Друзья, это уже нифига не смешно. Лехи нет час. И я начинаю серьезно беспокоиться. Поэтому пойду-ка я его искать. И на всякий случай возьму с собой его топор, который он оставил. Мало ли что случилось. Ого. Сок он не забрал. Баф. Рубашка. Носок. Сапог. Леха! Леха! Че с тобой? Нахрен. Чего? Опять нажрался! Тварь! Лех, ты как? Башка болит сейчас. Что-нибудь есть приложить вообще? Холодненько. Сейчас я тебе топор к голове приложу. Пошли давай, Не хочу. алкаш. Не зря в комментариях пишешь, что бухаешь вечно на природе. Ну, как вы поняли, друзья, сок получился просто обалденный, березовый, да? И набрали мы его уже приличное количество. Поэтому вечер перестает быть томным. Сока у нас много. Кто-то так налокался этим соком.
Ну что, друзья, настало время возвращения в строй рубрики «Поварешки от Сережки». Давно ее уже не было. Последний раз, наверное, да в том году она была последний раз, если я не ошибаюсь, в каменном доме. Что сегодня мы готовим? Шашлык. У нас будет свинина. Я использовал вырезку. Для маринада я добавил аджику, хмели сунели, паприку сладкую, молотый перец, смесь перцев, сухой чеснок и соевый соус. Хирург. Погоди, я шутейку заготовил. Я руки перед тем, как готовить, предварительно помыл, но для дополнительной стерильности я надел гамадриловые перчатки. Или автандиловые. Ну, не суть, короче. Добавляем смесь перцев свежемолотую. Прям рекомендую побольше. Даже половину. Уксус. Ну и теперь это все перемешиваем. Все. Лук мы замариновали. Теперь будем готовить соусец. Звук такой. Там закат, походу, на реке красивый. Угу. И красный. Угу. Ветер завтра будет. Перемешиваем соусец. Бомбический. Вмешиваем все хорошенечко. Ну, пока тут Серега болтал, я занимался все это время костром. Угли появились, жар просто великолепный. Ну, а если вдруг вы тоже голодны, то, конечно же, сходите, что-нибудь себе положите в тарелку вкусного и присоединяйтесь к нам. Будем обжираться вместе. Да здравствует обжорство. Угу. Пару лишних килограммчиков. Ну, мне точно не повредит. Соус прям такой интересный. Ну, очень настоялся. Угу. Вот. Я прошу прощения за то, что начинаю бубнить с набитым ртом. Но вот такой соус. Мы показали вам, как его готовить. Он готовится максимально просто. Все продукты продаются в любом магазине. Единственное мое замечание: ему надо постоять. Хотя бы минут 20. А лучше с часок. Вот у нас примерно час он стоял. Так и вышло, да. Вот. На следующий день, кстати, еще круче будет. И я знаю, что не все любят кинзу. Кто-то говорит, что она клопами пахнет. Ну, на мой взгляд, это абсолютно не так. Пахнет кинзой. Да, да. Но если вы не любите кинзу, можете добавить петрушку. Укроп, ну, наверное, нет. Он здесь бы, вот как раз здесь он бы не пошел. Пришли от вас опять
Магниты, очередная партия, да, и привет, Алексей, из славного уральского города Кунгура. Отправляю, как и условились, только один магнитик. Пожалуйста, передай привет моей жене Насте. Настя, жена Олега Зернова, передаю тебе привет. С уважением к тебе и твоим трудом, Олег Зернов. Спасибо за магнит. Кстати, из Кунгура, да, напомним, из Кунгура, вернее, не из Кунгура, а в городе Кунгур живет наша коллега дорожный бродяга. Ксения, да. И, кстати, вот я, в отличие от Алексея, знаком с ней лично, поскольку в том году она в своем велопутешествии проезжала мимо Самары, и была остановка, полчаса мы с ней договорились встретиться, обменялись презентами, очень так пообщались душевно. Поэтому, Ксюха, привет тебе от нас. Мы тоже с ней общаемся, но, правда, конечно, Ну, лично ты с ней не знаком, да. Томская область, Яковлев Алексей. Письма здесь не было. Спасибо, Алексей, тоже за магнит. Я так понимаю, это чай, но лежал он в коробке из-под какой-то китайской мышки, да? Игровой мышки, между Игровой прочим. мышки, вот. Алексей, огромный тебе привет из Коврова. Давно смотрю твой канал и видел все твои видео. Особенное внимание уделил строительству дома у ручья. Нечто похожее хочу реализовать у себя в деревне. Классно. Ну, хорошая идея. Знаю, что ты просил не присылать тебе ничего, кроме магнитов, но все же шлю тебе на пробу Иван-чай. Иван-чай. Да. Собранный на Иван-чайных плантациях села Русино Ковровского района. Тем более, что я принял решение об этом до того, как прозвучала твоя просьба. Если понравится, пришлю еще раз. Желаю творческих успехов, развития канала, новых идей и проектов и крепкого здоровья тебе и семье. С уважением, давний подписчик Денис. Денис, спасибо тебе большое за Иван-чай. Привет, Ковров. И вставлю опять свои 5 копеек. Иван-чай благотворно влияет на нервную систему. А нам это очень полезно. Ну да, да. Может быть, будем лучше, если сейчас попьем его, да? Да, может, ругаться не будем. Великий Устюг. Родина Деда Мороза или как там? Правильно. Мороз. Ну, Дед Мороз там же. Резиденция Деда Мороза в Деда Мороза в Великом Устюге находится, да. Здравствуй, Алексей. Пишет тебе твой подписчик, тоже Алексей. Кстати, это Алексей, по-моему, еще один Алексей был, да? Однажды на просторах Ютуба попалось видео про землянку у ручья. Офигеть. Тоже землянка у ручья. Она очень популярна. Да, с тех пор и смотрю, высылаю тебе магнит. Может, еще осталось для него место. Ну, тут места, кстати, еще очень много. Желаю тебе дальнейших успехов, здоровья, всего наилучшего. С уважением, Алексей, Великий Устюг. Спасибо, Алексей из Великого Устюга за магнит. Вот такой вот креативный подарок. Сундучок. Я не знаю, блокнот или как это назвать. Ежедневник такой, да, размером со спичечный коробок. И вот что вот сюда записывать, я не знаю, но будем что-то записывать. Кстати, между прочим, мне кажется, здесь есть ирония в данном послании. Потому что, условно говоря, размер данной, ну, назовем это записной книжкой все-таки, соответствует размеру дюймовочки. А Алексей у нас парень габаритный и больше похож на Гулливера. Поэтому здесь есть небольшая ирония. А я думаю, что здесь надо записывать свои грязные мыслишки. Ну, как раз их у нас нет практически. Мы люди, да, записывать люди нечего. добрые, отзывчивые, да, поэтому записывать нечего. И вот поэтому такое. И вот тут как раз-таки было письмо огромное. Я не знаю, честно говоря. Что-то я, наверное, вырежу, да, когда буду монтировать видео. А может быть и нет. Но попробуем вчитаться в его текст. Потому что почерк такой немножечко хитрый. Наконец-то я собрался отличиться у вас в большом доме магнитиком. Или отметиться, наверное. Ну и вместе с ним послать в качестве сувенира пару своих изделий. Ну вот, видишь, мы угадали. Да, handmade. Я тоже давно, более 2 лет, смотрю ваши видеоролики. Вышел на них, просматривая в интернете ролики по лесному строительству. Но ваша тема затронула меня больше всех. Как грамотно смонтированные фрагменты, с закадровой озвучкой, приятный голос. Ну, я уже сейчас домысливаю, потому что я не могу прочитать. Только по лесному оленю ничего не видел. Ну, кстати, по лесному оленю-то и было там что-то, по-моему, 4 или 5 видео, и потом канал
изменил свое название. Не, были другие Нет, видео. были на лесном до- олене, да. Были до. Да. Но те видео, я думаю, многим из вас и не нужно видеть. Они... Нет, некоторые видео остались. Но они там коротенькие, там что-то по А, 10, те, да, по да. 7, по 10 минут. Но между- одно видео Серега видел. Да, там эксклюзив мне был предоставлен сугубо по дружбе. Я посмотрел, это шедевральное видео, но это только для своих. Ну да. Вот. Честно говоря, тяжело вчитываться. Давайте я не знаю. Давайте мы прочитаем за кадром. Потому что... Что? Слушай, читай нормально. У меня сын лучше читает, чем ты. Ну, я просто не очень хорошо разбираю данный почерк. У меня у самого, конечно, он не алё, но... Ладно, особенно... Потому что очень плохо читаемый текст. Московская область, город Коломна, Александр. Март 2025 года. Александр. Классные изделия. А, так слушайте, и сундучок может быть тоже? Так да. То есть даже и сундучок. Вот это вообще офигеть. Нет, сундучок мне прям очень понравился изначально. То есть, Ну, в нем можно хранить действительно деньги. денежки. Где мои 50 баксов? А я, друзья, вы знаете мою любовь к интерактивам. И почти в каждом выпуске, где я появлялся, я старался создать какой-то интерактив. И когда мы ехали сюда, я думал, что надо что-то замутить. И весь день я размышлял, какой сделать интерактив. И вот данное последнее письмо навело меня на такую мысль. А давайте в комментариях отметимся те, кто смотрит канал с самого-самого начала, кто прям вот олдфаги. Вот я, например, действительно олдфаг. Я начал смотреть, ну, наверное... Главное, что не олдфак. Да, до этого еще далеко. Я начал смотреть примерно где-то, наверное, с третьей серии первой землянки. Мне было бы, да, правда, интересно узнать, сколько людей отпишется, да, кто был именно с самого начала. Да. И что самое забавное, продолжим, у нас такой небольшой балабольский вечер, да, мы сегодня отдыхаем. Так вот, что самое интересное, через 2 года после того, как я познакомился с каналом на тот еще момент «Лесной олень», который потом резко стал лесным строителем, как сейчас помню, промозглое осеннее утро, 15 октября, я выхожу из магазина, открываю дверь, и мне вот это вот лицо прямо нос к носу сталкивается. Вот эта вот мерзкая рожа. Ну, мне кажется, моя была на тот момент гораздо более мерзкая. Да. И вот так мы с Алексеем познакомились, начали общаться, и вот потом вот это вот все и понеслось. Это вот он меня совратил. Все случайно на самом деле. Да, на самом деле это случайности. Хотя, наверное, случайностей а вот случайности, наверное, не бывает. Да, не случайно. Да. Просто, наверное, мы должны были в какой-то момент встретиться. Так или иначе. Так же, как и с Евгением. Да и с Ильей, и со всеми остальными ребятами. Евгению. Большой Да, привет, Жень, кстати. привет. Жень, привет. Женек. Да. И нашим тоже пацанам еще привет. Витя с канала «Лесные тайны». Андрей. Форест Панк. Пацаны, привет. А Витя вон из чата. Ну, а Форест Панка будем ждать в гости. Да, Андрюх, приезжай. Надеемся, скоро приедет. Да, приезжай, Андрюх. Ну, а к Вите я сам приеду. Да. И вон из чата. Да, вон из чата. Одиннадцать вечера, слушаю музыку и вышел на улицу посмотреть, какое сегодня обалденное небо, чистое. Луну видно, вам, конечно же, ее не видно, а мне видно. Луна, звезды. Конечно, в этом есть какая-то своя романтика, как ни крути. Это, не в квартире находиться, да, то есть даже на даче и то хорошо, потому что на природе. Но там есть соседи, а здесь соседей нет. Это самое главное.
Время 5:30. Представляете, как мы рано проснулись? Говорю специально шепотом, чтобы не спугнуть птиц и чтобы вы их услышали. Слышите, да? Весна, настоящая весна. И несмотря на то, что плюс 2 градуса, ну, ночью, наверное, 0 даже был, холодно. Сова где-то там вдалеке периодически издает звуки. Просто прекрасно вообще. Обалденно. Вроде бы сезон охоты закрыт у нас, а вчера ночью выстрелы были. Ну, может, и открыт, я не знаю, правда, на кого. И сегодня вот сейчас утром тоже был одиночный выстрел. Вообще странно, что такие одиночные выстрелы. Если по уткам, то... Да и из двустволки, тем более, там же обычно сразу дела друг за другом идут. Хрен его знает, короче. Ну, на кого-то охотится сейчас. Главное, чтобы не на людей. Ну что, друзья, на этом на сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, то обязательно ставьте лайки. А если не понравилось, то ничего не ставьте. Не надо. Пишите комментарии. И письма до востребования нам. Пока-пока. Всем счастливо. Всем пока. Я Бэтмен. Пам-пам-пам. Маленькая страна. Пам-пам-пам. Маленькая страна. Дверь закрой, дверь. Солянка молодая, колодца пошла. Так, не видно меня? Не, снимаю. Это чупакабра. А если чупакабра, то надо звать в гости сенсея. Ам-ам-ам-ам. Она идет, бежим! GoPro, стоп видео! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. То я череп обглажу. За твое здоровье. Пусть земля тебя будет пухом. Здоровье или пухом. Опять нажрался! Тварь! Я Бэтмен. Письма, письма, белые письма.